Всем привет, меня зовут Сергей. В 2019 году я уволился с завода, где проработал 13 лет, и поехал в отпуск на Филиппинские острова. Этот отпуск изменил мою жизнь, ведь я решил остаться жить на Филиппинах. Я совсем не путешественник, я называю себя экспатом. Я остался жить в городе Думагете и с тех пор его практически не покидал. Много событий прошло с тех пор. Сначала была пандемия, а потом началась война. Многое после этого изменилось даже у таких экспатов, как я. Мир навсегда стал другим, и те процессы, которые казались привычными и само собой разумеющимися, либо исчезли, либо кардинально изменились. Непонимание и отрицание сменилось депрессией, которая стала перерастать в отчаяние. То, что поддерживало меня на плаву все эти годы, перестало существовать, и в последнее время я заметил, что не понимаю, куда дальше двигаться и что дальше делать. Мне стало казаться, что кто-то поставил мою жизнь на паузу. Нужно было встряхнуться и подумать, что делать дальше. Я спонтанно купил билеты на самолет и решил на какое-то время поехать в Таиланд в поисках ответов на вопрос, который я и сам толком не могу сформулировать. В этом видео я хочу сравнить свои субъективные впечатления от спокойной, неторопливой провинциальной филиппинской жизни с дикой, безумной и ритмичной жизнью тайской. А также попытаюсь узнать немного о жизни в Тае, ценах на жилье и на еду. А главное, я попробую перезагрузить свои батарейки, чтобы затем снова вернуться на Филиппины. Уже за несколько дней до поездки мне пришло уведомление, что мой стыковочный рейс Манила-Бангкок задерживается больше, чем на сутки. Чудесная авиакомпания Philippines Airlines решила, что я должен просрать бронь отелей в Бангкоке и в Паттайе. Ну, ей виднее. Поэтому почти на 2 дня мне пришлось застрять в Маниле, так что уже с самого начала все пошло не по плану. По прилету в Манилу через приложение Agoda я заказал отель в районе Макати, в котором уже когда-то раньше останавливался. Отель Red Planet Avenue в Макате мне обошелся в 1500 песо. Вот с таким видом из окна. Все-таки для тех, кто на бюджете, я не советую коротать время в дорогих районах Макати или BGC. Вокруг полно ресторанов, баров, ночных клубов. В вечернее время, как комары, на улице начинают приставать толпы проституток и нищих детишек, а вокруг банально нет места, где можно бюджетно покушать. Нет этих придорожных кастрюлек, в которых можно покушать за 100 песо. Средний ценник за прием пищи у меня составлял минимум 300 песо. Мой самолет в Бангкок был поздно вечером, поэтому целый день я просто гулял среди высоток Макати, а уже ближе к вечеру поймал такси до аэропорта. Я сейчас в аэропорту Манилы, жду свой самолет в Бангкок и хочу сказать несколько слов про таксистов в Маниле. Нет ни единого шанса, если вы длинноносый, белокожий иностранец, что таксист в Маниле вас не наебет. Сажусь в такси. Путь где-то 6-7 километров. Мне уверяют, что повезут по счетчику. Цена по счетчику будет примерно 300 песо. Смотрю на счетчик, там, где строка время в пути, секунды бегают что-то в 2 раза быстрее. Причем есть 2 способа добраться до аэропорта. По платной дороге без пробок и по бесплатной дороге с пробками. Таксист специально выбрал бесплатную дорогу. И время в пути составило где-то примерно 2 часа. 2 часа мы ползли по пробкам, эти 7 километров жалкие. И когда приехали, таксист говорит 750 песо, 750 песо. А дед такой еще, божий одуванчик, по-английски не говорит, сидит, плечами щелкает, глазками хлопает. Очень удобно, что прямо в международном аэропорту Бангкока находится станция метро, и в любую точку города можно добраться, минуя таксистов-крохоборов. В Бангкоке я провел всего 1 ночь и рано утром сел в автобус до Паттайи. Именно в Паттайе я решил остановиться на какое-то время. Почему? Ну, во-первых, я решил, что мне нужно погрузить себя в атмосферу, абсолютно противоположную той, в которой я живу на Филиппинах. Спокойную, размеренную, тихую провинциальную жизнь в Думагете сменить водоворотом туристического тайского безумства и Паттайя, как одно из популярнейших мировых туристических направлений, подходило больше всего. Во-вторых, все-таки Паттайя дешевле прочих тайских курортов, таких как Пхукет или Самуи, а близость к Бангкоку позволяла не тратиться на дополнительные авиаперелеты.
Ну и в-третьих, в Паттайе живет мой друг, который переехал туда из Филиппин вместе со своей филиппинской женой. Он по-отечески взял надо мной шествие и с головой погрузил в ту атмосферу, которую предлагала приезжим Паттайя, за что ему огромное спасибо. Еще заранее перед поездкой я забронировал на Airbnb себе жилье. Это было односпальное кондо на 16 этаже башни Base Central, которая находится прямо в центре города. Всего в 15 минутах пешком до знаменитой Уолкин-стрит и в 5 минутах до пляжа. А прямо вокруг было несчетное число баров с восседающими там барными барышнями, ресторанов, массажных салонов и прочих заведений go-go тематики. Мое жилье обошлось около 1000 бат в сутки, это примерно $28. Но надо отметить, что долгосрочные контракты от 3 месяцев и больше будут стоить значительно дешевле, но об этом чуть позже. По приезду меня встретила милая хозяйка, которая, надо отметить, в отличие от большинства тайцев, прекрасно говорила по-английски. Она вручила мне ключи и провела экскурсию по башне. Квартира, конечно, очень маленькая, квадратов, наверное, 20, но полностью мебелированная. Там было все: и телевизор, и 2 кондиционера по типу сплит, очень тихие и экономичные, и холодильник, и микроволновка, и чайник, и ложки-вилки. На кухне можно было готовить самому, там все для этого было. Электричество, вода и выделенный скоростной интернет также уже входили в стоимость, а с балкона открывался потрясающий вид на город. Вся инфраструктура башен была бесплатно доступна гостям. На территории был спортивный зал, комната для занятия йогой, детская комната, комната для конференций, обзорная площадка на крыше и целых 2 бассейна. Один на 3-м этаже, а другой на крыше на 32-м этаже с ошеломляющим видом на весь город. Это было моим любимым местом, куда я ходил практически каждый день. Еще одна из причин, почему я решил поехать в Таиланд, это тайская кухня и бесчисленное множество всевозможных видов морепродуктов, о существовании некоторых из которых я раньше даже и не подозревал. Десятки видов креветок, лобстеров, лангустов, омаров, раков, разных ракушек и устриц, мечехвосты, кальмары, осьминоги и даже жареные насекомые. Все это мне хотелось попробовать, поэтому мне было очень интересно посетить рынок морепродуктов в Паттайе, где все перечисленное представлено в изобилии. На этот рынок лучше приезжать рано утром. Именно утром все морепродукты максимально свежие, а многие позиции еще даже живые. Если попросить, то тут же вам могут прямо при вас и приготовить купленное. Я взял попробовать устрицы, ну и конечно же не смог удержаться от жареных насекомых. Потрясающий снэк к пиву, надо сказать. Другой рынок, куда уже следует приходить после заката, это так называемый ночной рынок. Тут кроме морепродуктов было множество разной тайской уличной еды, снеков и десертов. Прямо при вас, например, делали мороженое или фруктовые шейки. Мы купили всего за 100 бат 3 лоточка с вкуснейшими роллами. Кроме еды тут продавалась одежда. Также наш взор привлек ряд с домашними животными, в особенности понравилась милая обезьянка. Но вот уж где я действительно объелся морепродуктами от пуза, так это буфет с морепродуктами. Заплатив за входной билет 400 бат, можно было безлимитно есть все, что душе угодно. А тут было из чего выбрать. Суши, роллы, свежайшие креветки, кальмары, крабы и прочие морепродукты. Как уже готовые, так и можно было приготовить самому. Можно было как сварить, так и пожарить на углях. Маленький мангал с углями был у нас прямо за столом. Помимо морепродуктов были и всевозможные шашлыки из мяса, супы и прочие блюда, включая десерты. Так много креветок и крабов за один раз я еще никогда не ел в своей жизни. Как я уже упоминал ранее, еда и культура тайской еды по сравнению с филиппинской – это еще одна из причин, почему мне захотелось посетить Таиланд. Я хотел поесть. Вкусно, полезно, много и доступно. За годы жизни на Филиппинах я подустал от филиппинской еды. Национальная кухня Филиппин – это не то, зачем люди едут в эту страну.
Да простят меня филиппинцы, если смотрят это видео, я лишь выражаю свое мнение. Я знаю, что филиппинцы очень обижаются, когда иностранцы начинают сравнивать филиппинскую кухню с кухнями других стран. Например, чтобы собрать себе продовольственную корзину на неделю на Филиппинах, мне нужно решить целый ребус и знатно помотаться по городу. Рыбу, мясо и морепродукты нужно брать рано утром на главном рынке. Овощи по вторникам и четвергам в другом конце города на фермерском рынке. Фрукты на фруктовом рынке. Консервы, крупы, макароны и всякое такое надо брать в супермаркете. Колбасы и хлеб в магазине импортных товаров. Это я говорю про город Думагете, в котором живу. Но думаю, так примерно везде на Филиппинах. Нельзя просто так прийти в супермаркет и купить все. А в Таиланде можно. Тайская кухня и культура питания – это одна из тех вещей, помимо пляжей и гор, за которую Таиланд знаменит во всем мире среди путешественников. В супермаркете действительно есть все, и даже больше. Фрукты, овощи, мясо, морепродукты, полуфабрикаты – все можно купить сразу и не переживать за то, что, например, лук на рынке будет в 2 раза дешевле, чем в супермаркете, а мясо уже будет с душком. Мне очень нравится именно культура уличной еды в Таиланде, где за 100 бат можно поесть вкусно и разнообразно так, как на Филиппинах в ресторане в 3 раза дороже. Что касается цен на продукты в Таиланде по сравнению с Филиппинами, мясо, рыба и морепродукты стоят примерно на 30-40% дешевле, чем на Филиппинах. Овощи стоят значительно дешевле, что-то в 2 раза, а что-то даже и в 3. Я вообще не понимаю, почему на Филиппинах лук стоит дороже курицы. Цены в кафе и ресторанах в Таиланде, конечно, на любой кошелек и варьируются от очень дешево до очень дорого. Но независимо от цены все очень вкусное и качественное. Мне очень нравятся уличные кафе или фудкорты в супермаркетах Таиланда, где от 50 до 100 бат можно вкусно и разнообразно поесть. Например, возле моих апартаментов в супермаркете был фудкорт, куда я ходил кушать, и ценник за прием пищи был в среднем 75-85 бат. И выбрать действительно было из чего, а не только рис с куском пережаренной в 5-дневном масле курицы. А вот в сетевых ресторанах, например в Burger King, ценник мне показался завышенным. И цены на алкоголь в Таиланде выше, чем на Филиппинах. Пиво дороже процентов на 50-70, а вот крепкий алкоголь стоит в 4-5 раз дороже, чем на Филиппинах. Например, бутылку рома на Филиппинах можно купить за $2, а в Таиланде похожее будет стоить около 9. Но несмотря на то, что цены на базовые продукты вроде бы и дешевле, чем на Филиппинах, и на улице можно было питаться вполне бюджетно, но при этом вкусно и разнообразно, на еду в Таиланде у меня уходило больше, чем на Филиппинах, наверное потому, что в Тае неимоверное множество всего того, что постоянно хотелось попробовать. Сыры, колбасы, вкусные сосиски, морепродукты и так далее. В общем, все то, чего на Филиппинах нет и почему я уже давно соскучился. Думаю, если себя дисциплинировать, то по стоимости в Тае можно питаться даже дешевле, чем на Филиппинах, но при этом вкуснее, качественнее, полезнее и разнообразнее. Что касается цен на долгосрочную аренду жилья. Основной тип жилья в Паттайе, которого реально в изобилии по доступным ценам, это кондоминиумы. Такой тип жилья больше подойдет одиночкам или парам, но не думаю, что подойдет семьям с 2 детьми и более. Все-таки это достаточно тесные квартиры. Ценовой диапазон разный, но за $200-300 в месяц с долгосрочным контрактом от 3 месяцев можно снять неплохую мебелированную студию с бассейном на территории. Один из дней мы посвятили поездке на остров Калан. Несмотря на широкий и чистый пляж, жители и посетители Паттайи за пляжным отдыхом ездят именно на соседний остров. Не знаю, с чем это связано, может у берегов самой Паттайи вода в море не самая чистая из-за обилия тут лодок и непосредственной близости самого города. Благо добраться до острова Калан не составляет труда. Порт находится прямо в центре Паттайи возле Уолкин-стрит, а паромы ходят, если я не ошибаюсь, каждый час. По прибытию всего за 200 бат мы на троих арендовали один мотобайк, чтобы можно было мобильно исследовать остров и посетить сразу несколько пляжей. На острове Калан есть много разных пляжей, пригодных для пляжного отдыха. Тут же много кафе, ресторанов и магазинчиков. А природа острова действительно очень красивая. Чистые пляжи с желтым песком, расположенные между скалистых утесов, оказывали сильное впечатление даже на меня, уже давно, казалось бы, привыкшему к похожей природе Филиппин.
Кстати, тут на острове мы записали клип для музыкального YouTube-канала моих друзей. Ребята записывают каверы на популярные песни, включая и русские песни. Если интересно, ссылочку я оставлю в описании к этому ролику. На острове мы провели целый день, посетили несколько пляжей, накупались в море, напились пива и под вечер вернулись обратно в Паттайю. Но, как по мне, для пляжного отдыха вовсе не обязательно ехать на соседний остров. И в самой Паттайе есть как минимум 3 длинных чистых пляжа со всей пляжной инфраструктурой. Например, мне понравился пляж Джомтиен-Бич, куда мы отправились в другой день. Всего за 100 бат можно арендовать лежак. Тут желтый песок, прекрасный вид и вполне пригодное для купания море. Здесь же вам предложат напитки и закуски. Почему на мой орешек они не ведутся? А вокруг ручные белки, которых можно покормить прямо с рук, подарят улыбку и не дадут скучать. Все, теперь уже не расстроенные, а? Довольные. Паттайя знаменита как город баров, клубов и продажной любви на любой, даже самый изысканный вкус. И с наступлением темноты город начинал тонуть в алкоголе, похоти и разврате. Оставив дома молодую филиппинскую жену, мой друг провел меня по самым злачным местам и барам города, чтобы погрузить в эту атмосферу веселья и странного безумства. По местам, где либо не рекомендуется снимать на камеру, либо это строго запрещено, и охрана за этим следит. Сначала мы поехали на улицу Сои 6. Эта небольшая улочка полностью состоит из маленьких баров по обе стороны, а количество барных девиц и представительниц древнейшей профессии тут, как мне показалось, на порядок больше, чем собственно самих туристов и посетителей тех самых баров. А в соседнем от Сои 6 переулке работали девушки, так сказать, с сюрпризом. И если при свете дня все казалось более-менее спокойно, да и наличие камеры в руках отпугивало от нас местных барышень, то, вернувшись сюда после заката, тут творилось настоящее безумие. Снимать приходилось украдкой, поэтому извиняюсь за качество съемки. Эту улицу мы прозвали полосой препятствий. Нельзя было просто так пройти. Десятки девушек хватали за руки и куда-то тащили, обнимали, трогали в разных местах. Их задачей было всеми правдами и неправдами затащить тебя в бар, к которому они были приписаны. И надо сказать, несколько раз им это удалось. Уже в баре, купив понравившиеся барышне так называемый леди дринк, который, к слову, стоит в 2 раза дороже обычного пива, можно посидеть с ней в обнимку и поболтать. Ну и дальше барышня будет предлагать вам свои услуги, которые они оказывают тут же в комнатах на 2-м этаже этого же самого бара. Впрочем, надо отметить, что никто не будет вам ничего навязывать, и никто не запретит спокойно посидеть за бутылочкой пива, наблюдая за происходящим со стороны. Ограничившись только пивом в паре баров тут, мы двинулись дальше. Разница между Филиппинами и Таиландом в том, что на Филиппинах девушки дают, потому что ты красивый и хороший. А в Таиланде они дают, потому что ты красивый и хороший, и за 2000 бат. Да. Правильно? Ну, а если ты не красивый и не хороший, то что делать? Все равно 2000 бат. Тогда за 3000 бат. 2500. 2500? Но это все в прошлом, потому что сейчас ты женат, и тебя это все не интересует, правильно? Это мы решили перезаписать. А дальше мы отправились изучать секреты популярной Уолкин-стрит. Эта знаменитая туристическая улица и ее закоулки после заката предлагала приезжим развлечения на любой вкус. Тут полно ресторанов, го-го-баров, дискотек, клубов и прочих развлекательных заведений разной, даже самой странной направленности. Понял прикол? Первый сказал 1000, второй сказал 300 бат. За что? Пинг-понг-шоу. Пойдем посмотрим? Мы посмотрели то самое пинг-понг-шоу, где барышни, надо сказать, далеко не самой приятной наружности, показывали акробатические трюки с шариками от пинг-понга, надувными шариками, дротиками, с сигаретами и даже с лезвиями.
Не буду уточнять, каким местом они это проделывали. Зрелище, если честно, на любителя. Никому не советую. Хотя, судя по всему, группе индусов, что там были в этот момент, очень нравилось. Затем мы зашли в Go-Go бар. Вот тут уже было на что посмотреть. Помимо всего прочего, меня впечатлило, как десятки обнаженных женских тел были переплетены в единое копошащееся существо. А купюрами по 100 бат можно было режиссировать происходящее по своему усмотрению. Снимать на камеру в этих заведениях было строго запрещено. Закончить ночь мы решили в ночном клубе. Тут за наш столик приклеилась какая-то, в отличие от прочих присутствующих барышень, невзрачная девочка-ботан, которая под нашим чутким троллингом потратила остаток ночи, доказывая, что она девочка и вовсе не мальчик. Ну, сами знаете, это Таиланд. Сначала она показала документы, но нас это не убедило. Потом для проверки дала потрогать себя в разных местах, а затем и вовсе куда-то убежала и через какое-то время притащила какого-то парня, по-моему, из Франции, с которым она типа спала на той неделе и который должен был подтвердить ее правильную гендерную принадлежность. Было, конечно, очень забавно и весело за всем этим наблюдать. Кстати, через неделю эта же девочка снова к нам прилипла, но на этот раз она уже выглядела куда привлекательнее, а мы были горды собой, считая, что именно наш прошлонедельный стёб над ней смотивировал ее выглядеть лучше. А в другой день мы побывали в ночном клубе, который расположен далеко от всякой туристической активности, в клубе для местных, где практически нет иностранцев. И, честно говоря, по атмосфере, да и по ценам, мне тут, наверное, понравилось больше всего. Мы познакомились с компанией тайцев, праздновавших день рождения своей подруги, и достаточно позитивно провели вечер. Паттайя определенно не оставила меня равнодушным. Это город, действительно дарящий эмоции каждую минуту пребывания в нем. Город, который после заката лишь начинает просыпаться и ложится спать лишь с первыми лучами утреннего солнца. Город продажной любви и пластиковых переделанных тел. Город, где иногда кажется, что жриц любви в нем больше, чем обычных жителей. Это город для мужчин, а поэтому я не совсем понимал те семьи, которые приехали сюда с детьми. Детям уж точно не стоит смотреть на все то, что происходило на улицах. Барышни, предлагающие свои услуги, были везде. Внутри и снаружи любых заведений. На улице, на пляже. Азиатки, темнокожие, индусские, молодые, взрослые, переделанные, натуральные. А также, что меня немного даже огорчило, в этой индустрии очень много и наших соотечественниц, как правило, окруженных стайкой индусов. В Паттайе я увидел много стрип-клубов и гоу-гоу-баров, где вывеска гордо гласила, что внутри вас будут развлекать русские девчонки. Какой-то фетиш в Таиланде на Walking-Street по русским девочкам везде объявление Russian Girls, Crazy Russian Girls. Даже как-то стыдно немножко стало. Видимо, раз есть спрос, есть и предложение. Почему-то нету American Girls, European Girls. А на Walking-Street есть наша дискотека с отечественной музыкой и русской кухней. Называется «Руссо Туриста». Добрый вечер. Попозже. Вечер дискотека, да. Коктейли без лимита. Девушка 300, мужчине 500, 3 часа без лимита. Внутри, если честно, нам показалось достаточно уныло. Но хотя бы скушали по оливье. Вообще, Паттайя очень русифицированный город. Все надписи и меню в заведениях дублируются на русском. Везде слышится родная речь настолько, что иногда мне казалось, что я в Анапе, а не в Таиланде. Русские рынки с отечественными продуктами, русские кафе и рестораны, в которых даже сотрудники наши соотечественники. Экскурсии с русскоговорящими гидами, наши аниматоры. Есть даже целый русский квартал, где вы вообще не встретите ни одной надписи не только на английском, но даже на тайском. А тайцы, которые работают в туристической сфере, по-русски говорят лучше, чем по-английски. Как мне показалось, примерно треть города так или иначе ориентирована на русскоговорящих туристов. Впрочем, другая треть города, судя по всему, ориентирована на индусов. Бесчисленное множество ресторанов и кафе индийской кухни, отовсюду играла индийская музыка, а на Walking-Street было много заведений, ориентированных на приезжих из Индии. А еще в Таиланде недавно легализовали траву, и я был поражен, как всего за несколько месяцев из этого выросла огромнейшая индустрия. Даже алкоголь в Таиланде купить сложнее, ведь он, в отличие от травы, продается тут только в определенные часы. Таиланд или Филиппины, Думагети или Паттайя, однозначного ответа на этот вопрос не существует, и пусть каждый для себя ответит на него сам. Кому-то больше подойдет тихая, провинциальная филиппинская жизнь в окружении добродушных, веселых, гостеприимных, но чутка простоватых филиппинцев. А кто-то, наоборот, будет стремиться к более ритмичному и развитому тайскому образу жизни с более развитой инфраструктурой и сервисом.
Но в любом случае, я однозначно советую вам сравнить лично, получить собственные эмоции, собственный опыт и уже тогда делать собственные выводы. Ведь каждый из нас смотрит на этот мир по-разному. Спасибо, что досмотрели до конца. По традиции хочу вас попросить поддержать этот ролик своей подпиской, колокольчиком, лайком и комментарием. Всем мира! Привет, меня зовут Серж Ковальский, и сегодня я покажу вам цены на алкогольную продукцию в Таиланде. Как ты говоришь, пиво Чан 60 бат, пиво Лео 60 бат, пиво Лео в банке 51 бат. Вот это очень вкусно. 99 бат. Я возьму одну себе. Но ее неплохо бы разбавить с тоником. Тоник Швепс 17 бат. Самое дешевое вино, которое можно найти в другом супермаркете, стоит 600, а тут почти 1000. 3 литра. Как снимать, когда заняты руки? А вот такую хрень можно найти на Филиппинах для сравнения. Сей, джин 404 бата. 404 бата. Но это не литр. А литровой нету.